Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я буду готовить клубничный чизкейк. Делается он несложно и всегда получается невероятно красивым и вкусным. Это отличный летний вариант праздничного десерта, который готовится без выпечки. Присоединяйтесь, будем готовить вместе. Желе сделаем из пакетиков. Я беру 2 пакетика. Они рассчитаны на 400 мл горячей воды. Вода нужна 90 градусов. Вода у меня вот только что вскипела. Она постояла пару минут. И сейчас я ее буду наливать сначала ложечкой, чтобы она не была таким крутым кипятком. Перемешиваем смесь до полного растворения и оставляем остывать до комнатной температуры. Желатин залить водой комнатной температуры. 150 мл я беру на 18 грамм желатина. Перемешиваем и поставим в холодильник для набухания на 20 минут. Печенье поместить в чашу блендера, раскрошить его кусочками и пробить печенье в крошку. В крошку влить в несколько порций растопленное сливочное масло, каждый раз перемешивая. Перемешивать до состояния, пока не останется сухих крошек. Все они должны хорошо промаслиться. Проверить готовность можно таким образом: немножечко взять в ладонь, сжать, и кусочек должен оставаться в таком вот виде, не рассыпаться. Приготовить разъемную форму. Она у меня примерно 19-20 сантиметров объемом, и внутреннюю поверхность я выстелила пленкой, чтобы потом было легче доставать торт. Высыпаем в форму крошки, ровненько их распределяем. Затем утрамбуем таким большим стаканом, можно в принципе и обычным. Утрамбовываем поплотнее, чтобы задать крошке форму такую коржа. И пока поставим корж в холодильник для охлаждения. В творог выложить сметану. Жирность может быть любая и у творога, и у сметаны. Всыпать сахар и ванилин. Можно также использовать ванильный сахар или экстракт ванили. И сейчас пробиваем все блендером в единую смесь. Желатин постоял в холодильнике и хорошо набух. Сейчас нам его нужно растопить до жидкого состояния. Можно сделать это на водяной бане, либо в микроволновке. Если будете делать в микроволновке, то растапливайте его импульсами по 10 секунд несколько раз. Я растапливала желатин 5 раз по 10 секунд. Каждый раз перемешивала после каждого прогревания. Сейчас потихоньку выливаем желатин в творожную смесь и взбиваем миксером. Достать из холодильника корж из крошки и вылить сюда полученную кремообразную творожную массу. Слегка потрясти, чтобы смесь распределилась равномерно. И поставить в морозильную камеру на 20 минут, чтобы этот слой слегка немножко остыл. Клубнику порезать кусочками. Если ягода крупная, то режем ее вот таким образом на 3 части. Если она такая вот не крупная, то режем ее пополам. Итак, слой у нас подзастыл. Можно его вот так потрогать пальчиком, он такой стал плотный. И сейчас выкладываем клубнику в виде веера. По краям выкладываем большие ягодки и к центру потом уменьшаем на более мелкие. И сейчас аккуратно выливаем половину желатина, он у нас уже остыл. Выливаем ложечкой, чтобы ягоды не всплывали. Итак, половину вылили. Сейчас ставим в морозильную камеру на 30-40 минут, для того, чтобы этот слой слегка застыл. Итак, первый слой желе у нас застыл. И сейчас наливаем оставшееся желе, распределяя его ровненько. Затем поставим его в морозильную камеру снова на 15-20 минут и переставим затем в холодильник. Оставим до полного застывания. Примерно это будет 6 часов. Чизкейк постоял у меня в холодильнике всю ночь. Желе хорошо застыло. И сейчас можно его будет достать из формы.
Аккуратно убираем пленочку. Если она не будет убираться, то можно погреть слегка феном. Клубничный чизкейк получается не очень сладким и имеет приятную охлажденную текстуру. Его очень хорошо есть в жаркую погоду. Приготовьте его обязательно. Он невероятно вкусный и нежный. Друзья, я буду рада, если рецепт будет вам полезен. Также буду рада вашим комментариям, лайкам и подписке. А сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем отличного настроения.